Главным содержанием двухлетнего плана является создание долговременного технологического строительного потока, обеспечивающего ритмичное получение товарной строительной продукции. Строительный поток способствует концентрации строительства, сокращению незавершенного производства до нормативных объемов, повышению эффективности и качества строительных работ. В конце девятой пятилетки объем строительно-монтажных работ составлял 857,7 миллиона рублей. Одновременно сооружалось 6800 объектов. Создание технологического потока позволило уже в начале 10-й пятилетки сократить одновременно строящиеся объекты на 1000 единиц при резком увеличении общей суммы капиталовложений. Появилась возможность сконцентрировать финансовые, материально-технические и трудовые ресурсы на объектах, вводимых в эксплуатацию. Минский тонкосуконный комбинат. Его строительство начато в 1975 году. В 1977 комбинат вступил в строй. Административный корпус должен был сдаваться вместе со всем комплексом цехов. Так он выглядел в июне 1977 года. А так в сентябре. Строители обязались сдать заказчику подсобные помещения на 2 месяца раньше срока. До назначенного времени больше месяца, а они уже готовы. Основные производственные площади под монтаж технологического оборудования были готовы в июне, на 3 месяца раньше запланированного срока. А в сентябре в основных цехах уже завершался монтаж технологического оборудования. Концентрация материальных и трудовых ресурсов на пусковых объектах помогла строителям досрочно ввести мощности в эксплуатацию, сократить незавершенное производство до нормативных размеров. Годовой объем строительно-монтажных работ складывается из объемов работ по объектам, сдаваемым в эксплуатацию, и по объектам, переходящим из отдельным. Объем незавершенного производства определяется как сумма объемов строительно-монтажных работ, выполненных на переходящих из отдельных объектах. Товарная строительная продукция, как и незавершенное производство, величины расчетные и управляемые. Научно обоснованное их соотношение в двухлетних планах дало возможность тщательно подготовить техническую документацию в соответствии с технологической последовательностью, своевременно размещать заказы на оборудование, готовить строительные площадки, и самое главное, заблаговременно привести в соответствие мощности строительных организаций с потребностями народно-хозяйственного плана. В результате в 1977 году объем незавершенного производства по сравнению с предыдущим годом сократился на 6,3%. Примерно на 30% снизились сроки строительства. А это значит, в расчете на программу министерства в 10-й пятилетке высвободится 500-700 миллионов рублей капитальных вложений.
Технологический строительный поток предусматривает резкое повышение эффективности и качества строительства. В министерстве функционирует программа управления качеством. Организационно она охватывает все уровни от структурных подразделений до министра включительно. Борьба за качество начинается на предприятиях строительной индустрии. С этой целью на заводах железобетонных изделий будет внедрено 13 конвейерных линий, которые обеспечат выпуск сборного железобетона по первой категории качества. Повышению качества строительства способствует внедрение прогрессивных конструкций и материалов. Стального профилированного настила, тонкостенных балок-складок, клееных деревянных конструкций, центрифугированных колонн и других новых конструкций и материалов. Условный годовой экономический эффект от их внедрения составляет более 5 миллионов рублей. В целях повышения комплексной механизации строительно-монтажных работ за 10-ю пятилетку намечено изготовить и внедрить более 1600 новых машин и механизмов. Большинство из них включается в нормокомплекты инструментов и приспособлений для производства различных работ. Программа эксперимента предусмотрена довести уровень комплексной механизации на бетонных работах до 92%, на монтаже конструкций до 99,9%, значительно повысить механизацию труда штукатуров и отделочников, благодаря внедрению новшеств, белорусские строители с оценкой «хорошо» и «отлично» сдали почти все больницы и поликлиники, 78% профтехучилищ, 68% детских и дошкольных учреждений, 76% жилых домов. В социалистическом соревновании за досрочный ввод производственных мощностей в борьбе за эффективность и качество тон задают хозрасчетные бригады. В 1976 году по бригадному подряду работало 1500 бригад. Они добились суммарного сокращения сроков работ на 12 200 человека-дней. Сэкономили 3,5 миллиона рублей от расчетной стоимости. Так технологический поток обеспечил дальнейшее повышение эффективности и качества строительства.